Добрый день, гости и подписчики моего канала. Сегодня в видеоролике я хочу показать, как проверить различные лампочки 12-вольтовые. Так как у меня много ребят спрашивают, а как проверить рабочие, нерабочие. А если у меня, например, нету того или нету того. Короче, много вопросов. Я один, поэтому решил записать вот такой вот видос. Покажу различные лампочки 12-вольтовые. Это и автомобильные, и мотоциклетные. Короче, различные лампочки на 12 вольт. Покажу различные способы, которыми можно их проверить. Ну, думаю, будет кому-то интересно, может кому-то и полезно, может кто-то не знал способы, которые я ниже озвучу. Ну, думаю, видос будет интересным. Итак, поехали. Ну а перед тем, как я продолжу, поставьте лайк, друзья, подпишитесь на канал и включите оповещания о новых видео. Вам это не трудно, а меня это мотивирует на создание новых видео. Так, вот есть у меня вот такие вот лампочки. Все эти лампочки на 12 вольт. По-моему, вот такая вот. Это подсветка в приборной панели для чего-то. В машинах используется. Это также подсветка приборной панели, каких-то кнопок. Вот такая. Дальше вот данная галогенка, на нее называют, лампочка двухконтактная, как видно, два контакта сзади. Вот такие уже лампочки используются в мопедах, мотороллерах, мотоциклах. Вот такие лампочки, это как бы мощность уже побольше, это яркие лампочки на стопы, по-моему, в машине ставятся. Вот такого плана лампочки двухконтактные. Это уже в машины старого образца, там Жигули, Москвичи, по-моему, что такое. Вот это ближний дальний свет, если не ошибаюсь. Но это уже более современные лампочки, тоже типа галогенок. Ставятся в машины. Такие большие, как видно, трехконтактные. Вот. И сейчас покажу вам способ, который используют электрики, такие, скажем, профессиональные автолюбители. Этот способ стопроцентный для проверки лампочек вот данного типа. Сразу скажу, что здесь есть лампочки, которые с дефектом или нерабочие. Так что какие, сейчас узнаем. Ну а для проверки автоэлектрики используют мультиметр. Вещь универсальная у любого автоэлектрика, даже обычного электрика. У автолюбителя такой прибор, я считаю, что должен быть. Он очень полезный. Вот, и вот данный прибор, мультиметр или цешка на него говорят, он самый дешевый. Поэтому вот такого плана попробуем проверить лампочки вот таким мультиметром. Дальше есть мультиметр вот такого плана. Там мультиметр уже класса выше. Уже, как сказать, такие серьезные электрики пользуются таким прибором. У него и функции побольше. Вот. Но он дороже стоит. Вот этот стоит дороже, чем вот этот мультиметр. Ну и профессиональный. Вот. Это уже вот такой вот мультиметр с токовыми клещами. То есть для измерения силы тока как постоянного, так и переменного. Вот, то есть вот такие вот три прибора. Такими вот приборами можно проверить лампочки. Проверяются они в режиме прозвонка. У каждого из этих приборов есть режим прозвонка.
Вот, например, данного мультиметра. И вот режим прозвонки. Вот такой вот диод. И как видно, да, вот такой вот типа сигнал. То есть переводим указатель в этот режим. И когда я замыкаю два контакта между собой, должен быть звуковой сигнал. Слышно, да? Это режим прозвонки. В таком режиме проверяем лампочки. Вот. Так как здесь трехконтактная лампочка, какая-то из них масса, два других это плюсовые контакты, потому что здесь, как видно, сейчас покажу вам так с торца. Вот пружинка одна. И вот в такой вот чаше, видите, вот такая вот металлическая внутри, находится вторая. Вот они при подаче напряжения загораются. То есть с щупом одним, например, в центральный электрод ставлю щуп. И вторым касаюсь любого контакта. Слышно звуковой сигнал. Значит, это нить целая. Теперь данную ножку трогаю. Слышно звуковой сигнал. Значит, нить целая. То есть вывод, данная лампочка целая. Давайте найдем неисправную лампочку. Неисправная лампочка. Это, мне кажется, это. Одним щупом минусовым кладем к цоколю данной лампочки, касаемся, а вторым плюсовым касаемся любого из контактов, чтобы проверить две нити. Вот, касаясь вот этого контакта. Не слышно звукового сигнала. Касаясь этого контакта, слышно звуковой сигнал. То есть какая-то нить здесь не рабочая. И если присмотреться, вот нить нижняя, видно, есть целая, а вон вверху, видите, оборванная нить. То есть она не соединяется с вот этой ножкой. Лампочка, скажем так, работает только одна нить накала. Она двухконтактная, один контакт рабочий, другой нет. То есть отложили. Думаю, как пользоваться данным прибором для проверки лампочек, понятно. Вставим в режим прозвонки. Звенит, значит лампочка рабочая. Убираю данный мультиметр. Беру другой мультиметр. Здесь также уже стоит указатель в режиме прозвонки. Вот диод и такой вот, как на телефонах, сеть. Но здесь это как сигнал. Это вот такое изображение, диод и сигнал. Стоит. Включаю прибор. Перед любыми проверками должен замкнуть два щупа и должен быть звуковой сигнал. Звуковой сигнал есть, значит мультиметр готов к проверке лампочек. Беру следующую. Вот такая вот лампочка. Так же само черным щупом минусовым касаюсь цоколя и красным плюсовым любого контакта. Слышно? Звенит. Зачистить контакт надо, но звенит. Один звенит. Второй не звенит. Второй не звенит. Вывод, что один контакт рабочий,
второй нет. Хотя на вид вроде нити накала целые. Вот так вот проверяется, друзья. Лампочки откладываем в сторону. Берем вот такая лампочка такого плана. Маленькая для подсветки чего-то. Или в машинах, или в мопедах, мотоциклах. Не знаю, уж подскажете. Вставляю внутрь просто. Слышно звуковой сигнал, да? То есть данная лампочка целая. Так, этот прибор я выключаю, мультиметр. Это полупрофессиональный, скажем, такой. Ну и беру профессиональный уже мультиметр. Ставлю так же само вот режим, диод, и вот вы поняли, то вид сигнала. И здесь, наверное, плохо будет видно. Вот горит диодик. Вот диод на цифровом табло. Мне надо режим поменять. Вот Select. Режим прозвонки. Теперь вот здесь такой вот сигнал горит. То есть это режим прозвонки. Проверяем, замыкаем два щупа. Как слышно, прибор звенит, значит все в порядке, можно делать измерения. Беру вот такого плана лампочку, одноконтактная, черным цоколя касаюсь и красным центрального электрода. Слышно, да? Прибор звенит, значит лампочка целая. Ну и последняя галогенка, также само двухконтактная. Прибором касаюсь цоколя, а красным щупом любого контакта. Звенит данный контакт целый, касаюсь второго, тоже звенит. Значит, данная лампочка полностью исправна, в ней две нити накала исправны. То есть вот такой вот первый способ. Это самый точный способ, на мое мнение. Вот. Но для него нужно вот любой из предоставленных мультиметров. Следующий способ проверки, он для проверки лампочек как бы ничего не нужно вам, никаких приборов, инструментов и тому подобное. Но он и самый неточный, этот метод проверки. Это визуальный метод проверки. То есть это вы смотрите на лампочку и вы должны как бы видеть нить накала. Это визуальный метод проверки, но он не точный, потому что нить накала может даже и быть на двух ножках закрепленная на лампочке, а лампочка может не гореть. Поэтому я и говорю, он самый неточный. В каком плане визуальный метод может помочь, когда вы явно берете лампочку. Сейчас найду. Вот как вот это. То есть вы явно видите нить накала на одной. Как бы нить накала есть здесь, скажем, на одной ножке, а на второй ножке нити накала нет. То есть видно оборванная. Вот. И это как бы визуальный способ. Вы по данному способу видите, ага, то есть один из двух контактов здесь не рабочий, а второй надо проверить.
возможно рабочий. Вот так вот визуально и осматриваются лампочки. Вот, то есть, если я, например, взял визуально, я сразу делаю визуальный осмотр. Если две нити накала оборваны, понятно, нету смысла проверять дальше мультиметром. Сразу выкидываю. Вот. Если двухконтактная и здесь один контакт рабочий и один оборванный, то, ну не знаю, понадобится мне такая лампочка. Мне только, считайте, один контакт будет где-то работать. Вот. Вот такой вот второй способ. Это визуальный. Третий вариант проверки лампочек, друзья, это, как видно, я нахожусь возле машины, возле аккумулятора. Этот метод проверки точный, потому что как бы мы с помощью аккумулятора проверяем лампочку. Если лампочка горит, значит она целая, рабочая. Не горит, значит не рабочая. Все очень просто. Сейчас продемонстрирую вам. Получается, на минусовую клемму подключил провод. И этот минусовой провод идет у меня в виде крокодила. Вот минусовой. Закрепил на цоколь, как видно. Вот таким вот образом. Держусь обязательно за изолятор, видите. Вот. И центральным контактом, он здесь лампочка одноконтактная, касаюсь вот плюсовой клеммы аккумулятора. Если лампочка загорит, понятно, она рабочая. Не загорит, значит не рабочая. Смотрим. Видите, вот такой вот метод проверки. То есть лампочка рабочая. Можно откладывать в сторону. Вот. Ну, давайте проверим вот эту лампочку, где один контакт целый, а второй контакт с верхней, видите, оборванная нить. Сейчас проверим. Так, друзья, проверяем лампочку. Вот болтик, она двухконтактная. Вначале подношу контакт вот этот, который слева от вас. Касаюсь, получается, болтика. Вот таким вот образом. Видите, не горит. Теперь вот этот контакт, что справа от вас, подношу его к болтику. Ура! То есть лампочка, как вы видели, один контакт, то есть одна нить целая, она горит, вторая нить оборвана, поэтому она не горит. То есть проверка аккумулятором тоже точный метод проверки. Это номер 3 был. Ну что ж, друзья, первые 3 способа я вам показал. Возможно, вы знали, что с помощью них можно было проверить работоспособность 12-вольтовых лампочек. Но дальше способы будут, я думаю, интересные. Так что ставим лайки, в комментариях пишем, какой же следующий способ проверки 12-вольтовых лампочек. Обязательно нажмите на паузу и напишите в комментариях, а то я вас знаю. Вы сейчас будете перематывать дальше и потом писать, что я вот знал, какой будет следующий способ. Вот мне интересно, знали вы такой метод проверки или нет. Ну что, заинтриговал? Вы написали? Ну что ж, давайте показываем. Получается 4-й способ проверки 12-вольтовых лампочек. Ну это же, конечно, при помощи пускозарядного устройства. Данное пускозарядное устройство для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов. И с помощью данного устройства оно может быть разной конфигурации, по-разному выглядеть у каждого.
Вот. Но общее назначение это заряжать аккумуляторы. И с помощью него можно проверить лампочку, обычную лампочку 12-вольтовую. В качестве подопытного мы возьмем целую лампочку, проверим. И потом вот эту лампочку, в которой один контакт, одна нить, получается обрыв. Проверим потом эту лампочку. Так, включаю пускозарядное устройство и минусовым касаюсь плюсового провода. Как видно, когда касаюсь, лампочка загорается. То есть вот такой вот способ нехитрый проверки лампочек 12-вольтовых. Сейчас давайте эту маленькую уберу. Возьму большую, уже двухконтактную, да, и плюсовыми клещами буду касаться одного контакта вначале, потом другого. Посмотрим, будет догореть лампочка или нет. Включаю прибор, касаюсь одного контакта, видно, загорается лампочка, да? Еще раз загорается, и касаюсь другого, нижнего. Не горит, еще раз. Не горит. Верхний горит. То есть вот такой вот способ. Тоже считаю довольно-таки точный способ, потому что вы визуально видите, горит лампочка, не горит. И можно ее ставить на машину или нельзя. Так что это был 4-й способ проверки лампочек. А мы проверяем дальше. Ну и последний, 5-й способ проверки 12-вольтовых лампочек. Это метод, который, ну, не знаю, знают ребята. Может, как бы подсознательно они и знают, но как бы не сталкивались с таким вот методом. То есть всего вот таких 5 методов проверки лампочек. Опять же, друзья, мне интересно, как у вас интуиция работает. Нажмите на паузу и напишите в комментариях, что ж за последний метод такой. Он такой, как бы сказать, самый крутой. Но не уверен, что у каждого получится проверить лампочку с помощью такого метода. Ну что, вы уже написали в комментариях, что за способ? Заинтриговал. Ну ладно, показываю вам. Это, друзья, с помощью электростанции, или как в народе называют, генератор. Вот. Если в генераторе, ну, обычно у многих генераторов есть здесь постійный струм 12 вольт. То есть, если есть такие выходы, это, ну, для лампочек 12-вольтовых, для зарядки аккумулятора, вот такие вот выходы, то тогда вы сможете проверить лампочку 12-вольтовую на работоспособность. Опять же, соблюдая полярность. Здесь верхняя плюсовая, а нижняя вот под низом минусовая. То есть обязательно соблюдайте полярность. Вот. И что? Он не запущен. Надо его запустить и проверить, как предыдущим способом запустить. И крокодильчиками этот минусовой закрепить на цоколе, а плюсовым касаться центральных электродов. Если лампочки будут гореть, значит рабочие. Ну что ради вас не сделаешь. Придется запустить. И, ну, так как будет шуметь
электростанция. Вот. Посмотрим. Я визуально вам покажу, а вы уже поймете, что я делаю. Вот так, друзья, с помощью 5 способов, которые я знал и которые я вам показал, можно проверить работоспособность 12-вольтовых лампочек любого предназначения, будь то это лампочки в мопедах, мотороллерах, машинах, мотоциклах, то есть... Поняли, 12-вольтовые лампочки любого назначения можно проверить вот такими способами, которые я показал выше. Вот. Ну а если какой-то способ я забыл, или вы знаете другой способ проверки 12-вольтовых лампочек, пожалуйста, поделитесь в комментариях, чтобы другие знали, и я в том числе. Мне будет интересно почитать эти комментарии. Но кому понравилось данное видео, ставим лайки, друзья. Подписываемся на канал, сделайте сами. Делитесь с данным видосом со своими друзьями, с другими автолюбителями и мотоциклистами, байкерами. Вот. Надеюсь, данный видос поможет вам в ремонтах ваших двухколесных и четырехколесных любимцев и любимец. Все. Всех благ вам. Пока-пока. До свидос.